Уважаемые, я обращаюсь к вам не просто как врач, а как женщина, которая однажды проснулась в полной тишине после месяцев мучительного звона. Ко мне пришла пациентка, 57 лет, интеллигентная, спокойная. Она плакала, в ушах постоянный свист, как кипящий чайник, ночами не спала, давление скакало, таблетки пила горстями. Эффект — ноль. И вот однажды она применила старый метод, который мы изучали еще в институте, и на утро шум исчез. Полностью. И вот что меня поразило больше всего. Об этом способе сегодня почти никто не говорит. Если вам знаком этот звон, обязательно подпишитесь, потому что дальше будет то, о чем молчат. Послушайте внимательно. Шум в ушах — это не просто возраст, это сигнал. В 68% случаев у людей старше 45 лет причина — нарушение кровоснабжения внутреннего уха. Мелкие сосуды сужаются, кислорода не хватает, нервные клетки начинают паниковать и посылают хаотичные сигналы в мозг. Мозг интерпретирует их как свист, гул, треск. Вот где кроется опасность. Если этот процесс длится месяцами, слух может снижаться необратимо. И самое страшное, таблетки часто не решают проблему, а лишь временно маскируют симптомы. Многие даже не догадываются, что шум в ушах напрямую связан с густотой крови и состоянием шейного отдела позвоночника. После 50 лет вязкость крови увеличивается примерно на 15-20%. Добавьте к этому малоподвижность, зажатые мышцы шеи, стресс, и вы получаете хронический спазм сосудов. Внутреннее ухо — структура крошечная, чувствительная. Оно страдает первым. Правда, о которой молчат. Пока вы пьете сосудорасширяющие препараты, причина остается, и если не убрать первичный спазм, звон возвращается снова. Но есть способ воздействовать иначе. Я помню, как в советской практике нам преподавали метод, который считался бытовым, но давал поразительные результаты. Он не требовал дорогих лекарств, только понимание физиологии. Суть — восстановить микроциркуляцию за счет резкого улучшения венозного оттока и расслабления глубоких мышц шеи. Когда кровоток усиливается даже на 10-12%, шум может уменьшиться уже в первые часы. И это не магия, это чистая анатомия. Но современная фармацевтика сделала ставку на таблетки, а простой метод забыли. И сейчас я объясню, в чем его сила. Прежде чем я расскажу детали, задам вам вопрос. Вы замечали, что шум усиливается вечером или после сна в неудобной позе? Это ключ. В горизонтальном положении при зажатой шее отток венозной крови ухудшается до 30%. Давление внутри слухового аппарата растет, нервные окончания раздражаются. Именно поэтому многие просыпаются с усиленным гулом. Вот где кроется настоящая причина. И если ее устранить правильно, результат может быть уже к утру. Дальше будет самое важное — конкретные шаги, которые меняют ситуацию. Советский метод, о котором я говорю, строился на 3 действиях перед сном: прогревание шейно-воротниковой зоны, мягкая сосудистая стимуляция и обязательная разгрузка шеи. Не мази, не уколы, а простая физиология. Теплая сухая грелка на область основания черепа на 15 минут повышает локальный кровоток в среднем на 18%. Мышцы расслабляются, спазм уходит, сосуды расширяются естественно. Многие недооценивают силу тепла, а зря. Именно здесь начинается восстановление. Но это только первый шаг. Второй этап — легкая стимуляция кровообращения. В СССР использовали простой прием — аккуратные постукивания пальцами по затылку и за ушами в течение 3-5 минут. Это активирует приток крови к внутреннему уху и улучшает венозный отток. Исследования показывают, что механическая стимуляция кожи увеличивает микроциркуляцию до 25%. И вот что меня поразило. Пациенты ощущали уменьшение шума уже во время процедуры. Не всегда полностью, но интенсивность снижалась, и это сигнал, что организм способен восстановиться сам. Третий шаг — положение сна. Я обращаюсь к вам, не игнорируйте его.
Сон на высокой подушке ухудшает отток крови. Голова должна быть чуть выше тела, но шея в нейтральном положении. Идеальный угол около 10-15 градусов. Это снижает внутричерепное давление и уменьшает нагрузку на сосуды внутреннего уха. В 40% случаев только коррекция положения сна уменьшает утренний звон, но большинство продолжает спать на старых, высоких подушках годами, а потом удивляются, почему шум не проходит. Теперь важный момент. Если вы досмотрели до этого места, значит, проблема вам знакома. И я прошу вас, не уходите. Дальше я скажу о 2 ошибках, которые сводят на нет любые попытки избавиться от шума. Первое. Бесконтрольный прием сосудорасширяющих средств. Они могут резко снижать давление, вызывая еще больший спазм в ответ. Вторая – игнорирование уровня сахара и холестерина. Повышение глюкозы всего на 1 ммоль на литр уже ухудшает состояние сосудистой стенки, и это напрямую влияет на слух. Многие думают, это просто возраст. Нет, это сосуды, это шея, это кровь. И если вы вечером сделаете 3 шага – тепло, стимуляцию, правильное положение – уже к утру можете почувствовать тишину или значительное снижение шума. Конечно, при условии, что нет серьезной органической патологии. Но в большинстве случаев речь идет именно о функциональном нарушении. И вот здесь кроется надежда. В следующей части я расскажу, какие продукты усиливают звон и какие, наоборот, помогают сосудам восстановиться. Послушайте внимательно. Есть продукты, которые буквально подливают масло в огонь шума. Соль, более 5 граммов в сутки, задерживает жидкость и повышает давление в мелких сосудах внутреннего уха. Сахар вызывает скачки глюкозы, а это повреждает сосудистую стенку. Кофеин усиливает спазм, особенно если вы пьете более 2 чашек в день. И вот что меня поразило. Люди убирали всего 3 позиции из рациона, и интенсивность шума снижалась на 20-30% уже через неделю. Но большинство продолжает говорить, это не связано с едой. Связано. И еще как. А теперь о том, что помогает. Продукты, улучшающие микроциркуляцию. Свекла, чеснок, жирная рыба с омега-3. Омега-3 снижает вязкость крови примерно на 8-10% при регулярном употреблении. Свекла поддерживает выработку оксида азота, который расширяет сосуды естественным путем. Чеснок мягко уменьшает агрегацию тромбоцитов. Это не реклама, это физиология. В СССР на это делали акцент – питание как часть терапии, и многие даже не догадываются, что изменение рациона может повлиять на шум сильнее, чем таблетки. Теперь развенчаем миф. Часто говорят, шум – это нервы. Да, стресс усиливает симптомы, но причина не в психике. Хронический стресс повышает уровень кортизола, а он сужает сосуды. В результате кровоснабжение улитки внутреннего уха падает. Вот где кроется опасность. Вы пьете успокоительное, а сосудистый спазм остается, и шум возвращается. Поэтому важно работать не только с эмоциями, но и с телом, с сосудами, с шеей, с кровью. И если вы это понимаете, вы уже на шаг впереди. Есть еще одна ошибка, о которой редко говорят. Резкие движения шеей, попытки вправить позвонки самостоятельно. После 50 лет межпозвоночные диски теряют эластичность. Неосторожный поворот может усилить компрессию сосудов. Я видела пациентов, у которых после таких экспериментов шум усиливался вдвое. Помните, мягкость и постепенность – ключ. Никаких рывков, только аккуратное растяжение и тепло. Организм любит бережные отношения, и тогда он отвечает восстановлением. И сейчас я скажу главное. Если шум длится более 3 месяцев, мозг начинает привыкать к нему. Формируется устойчивый нейронный круг. Вот почему важно действовать раньше. Не откладывать, не ждать, что само пройдет. Уважаемые, досмотрите до конца, потому что в финале я объясню, кому этот метод подходит, а кому нужно срочное обследование. Это может спасти ваш слух и, возможно, вернуть вам тишину, о которой вы давно забыли. Я обращаюсь к вам особенно серьезно сейчас. Этот метод подходит тем, у кого шум усиливается к вечеру, меняется при поворотах головы, сопровождается чувством напряжения в шее или скачками давления.
Это признаки функционального сосудистого спазма. Но если шум односторонний, пульсирующий, сопровождается резкой потерей слуха, головокружением, нарушением координации, это уже тревожный сигнал. В таких случаях нужно срочное обследование, УЗИ сосудов шеи, МРТ, консультация лор-врача и невролога. Вот где нельзя терять время. Разница между функциональным и органическим – это разница между восстановлением и риском осложнений. Многие спрашивают меня, неужели все так просто? Нет, не просто, но логично. Организм – это система. Когда вы улучшаете венозный отток, снижаете вязкость крови, снимаете мышечный спазм, вы устраняете первопричину. В 60-70% случаев умеренного шума при отсутствии серьезной патологии состояние можно значительно облегчить без тяжелых препаратов. И вот что меня поразило за годы практики. Самые стойкие результаты получали те, кто действовал комплексно и ежедневно, а не от случая к случаю. Одна ночь может дать облегчение, но система дает стабильность. Послушайте внимательно еще раз. Тишина — это не роскошь. Это показатель здоровья сосудов и нервной системы. Когда в ушах гул, страдает сон. Когда нет сна, растет давление, повышается риск инсульта. По данным наблюдений, хронический недосып увеличивает сосудистые риски до 20%. И все начинается с безобидного звона. Многие даже не догадываются, как одно тянет за собой другое. Поэтому нельзя относиться к этому легкомысленно. Это не просто дискомфорт, это маркер состояния вашего организма. Уважаемые, у вас всегда есть выбор. Оставить все как есть и надеяться, что организм справится сам. Или начать действовать уже сегодня. Тепло, мягкая стимуляция, корректное положение сна, питание, контроль давления и сахара. Маленькие шаги. Без фанатизма, но регулярно. И тогда шансы услышать утреннюю тишину возрастают в разы. Не мгновенное чудо, а физиологически объяснимый результат. И это дает надежду. Настоящую, основанную на науке, а не на рекламе. Я говорю это как врач и как женщина, которая видела сотни историй восстановления. Не игнорируйте сигналы своего тела. Если этот разговор был для вас полезен, поддержите его. Подпишитесь, чтобы не пропустить другие важные темы о здоровье после 45. Напишите в комментариях, сколько лет длится ваш шум и усиливается ли он вечером. Ваш опыт может помочь другим. А возможно, уже завтра утром вы проснетесь и впервые за долгое время услышите тишину. И это будет начало новой главы. Но прежде чем вы закроете это видео, позвольте сказать еще одну важную вещь. Многие совершают фатальную ошибку. Они ждут волшебную таблетку. Одна капсула, один укол, одно чудо-средство. Уважаемые, организм после 50 лет работает иначе. Восстановление требует системности. Если вы сделали прогревание один раз и не получили мгновенного результата, это не значит, что метод не работает. Это значит, что сосуды годами находились в спазме, и им нужно время. Иногда 3-5 вечеров подряд дают эффект сильнее, чем любые препараты. И вот здесь проверяется ваша настойчивость. Я часто слышу: «Доктор, я уже смирилась». Не смиряйтесь. Потому что привыкание к шуму — это не решение. Да, мозг частично адаптируется, но адаптация — это не здоровье, это компенсация. А компенсация всегда хрупкая. Стоит подняться давлению, появиться стрессу, и звон усиливается вдвое. Многие даже не догадываются, что таким образом организм буквально просит помощи. И если ее дать вовремя, можно не только уменьшить шум, но и улучшить память, концентрацию, сон. Все связано, все едино. И вот что меня поражает до сих пор. Люди готовы тратить тысячи на препараты, но не готовы уделить 20 минут вечером своему здоровью. Тепло на шею, мягкая стимуляция, контроль соли, простые действия,
без риска, без агрессивного вмешательства. Конечно, если есть серьезная патология, нужна медицина. Но в большинстве случаев мы говорим о функциональном нарушении. А функциональные проблемы корректируются функциональными методами. Это честный, логичный подход. И он работает. Представьте, утро без гула, без свиста, без ощущения, что внутри головы работает трансформатор. Вы просыпаетесь спокойно. Давление стабильное, голова ясная. Это возможно, но выбор всегда за вами. Болезнь развивается тихо. Так же тихо можно начать путь к восстановлению. Маленькими шагами. Сегодня вечером. Не с понедельника. Никогда будет время, а сейчас. Потому что слух — это качество жизни. Это общение с близкими, это безопасность. Я благодарна вам за внимание и доверие. Если этот разговор откликнулся, поддержите его. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые разборы реальных проблем после 45. Напишите в комментариях, пробовали ли вы прогревание шеи и замечали ли связь шума с положением головы. Ваш опыт важен. И помните, правда о здоровье часто проста, но требует действий. Пусть завтрашнее утро станет для вас первым шагом к тишине и к спокойствию, которое вы заслуживаете.